Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня начинаем вас подробно знакомить с линейкой станций Hytera новой серии HP. И сегодня будет у нас на обзоре младшая модель из 600 линейки, HP 605 она называется. У нее есть несколько модификаций, то есть в нижний диапазон двухметровый 136-174 и 400-470 МГц. И также есть еще вариация с Bluetooth модулем и GPS и без него. Вот у нас сегодня без него. Мы, в принципе, взяли, раз модель без дисплея, клавиатуры, то, наверное, эффективнее будет все-таки использовать без этих модулей станции. Она так значительно дешевле получается, поэтому выбрали этот вариант. Как обычно, сейчас тогда начнем с комплектации и потом замерим параметры, какие доступны. Очень интересная линейка, поэтому посмотрим, что Hytera сделала в этот раз. То есть они сейчас сняли из производства все предыдущие модели, то есть PD505, PD605 и вот линейка HP выпускается теперь на замену прежних. Начинаем. Так, смотрим комплектацию. Идет сам прием-передатчик. Аккумуляторная батарея литий-полимерная. Модель называется BP 2002. Емкость у нее 2000 мАч. Выходное напряжение 7,7 вольта почему-то, а не 7,4. Так, смотрим дальше. Идет стакан зарядного устройства. Ко всей линейке HP 600, HP 700 он одинаково идет в комплекте CH10L27. На входе у него 12 вольт. Потребление до 1 ампера. Дальше идет сетевой адаптер PS1018. Вы его наверняка все уже знаете, потому что он и с аналоговыми станциями идет в комплекте. Но его внешний вид немного поменялся. То есть это по-прежнему импульсник, но он раньше был вот удлиненной формы, теперь более квадратный такой стал. Вилка вот эта европейская съемная у него. Вот сюда вот, если мы нажмем, то можем ее снять. Но в комплекте только одна именно европейская вилка идет. Вот такой цилиндр, если кто не видел ранее, то можете посмотреть. Дальше идет темляк на руку, краткая инструкция. Вот такая клипса поясная с металлическим креплением и вот с такой защелкой. И идет, как ни странно, удлиненная антенна. Называется она AN0435V09. Я так понимаю, это широкополоска. Весь диапазон 400, станция у нас 400 МГц. И почему-то она отличается от всей остальной линейки. То есть с остальными станциями HP 685, 705, 785 пришли укороченные антенны. И в прайсбуке указаны укороченные антенны. Почему с 605 пришла вот эта удлиненная антенна, не знаю, но измерим ее параметры тоже. Ну и заодно на другие станции, когда обзоры будем делать, и эту антенну тогда укороченную, которая должна идти в 400 МГц по прайсбуку, тоже проверим потом. Ну вот такая комплектация, все в принципе стандартно, ничего необычного здесь нет. Так, далее смотрим конструкцию. Прием-передатчик вот такой тонкий стал, скрытый дисплей OLED у станции есть. Здесь 13-пиновый разъем, я сейчас его откручу, вам покажу. Сделано это, естественно, для того, чтобы обеспечить влагозащиту IP67. Станция соответствует IP67. 605, 700 линейка соответствует IP68 даже. Так, сверху у нас, смотрите, разъем стоит SMA-вилка, индикатор работы, крепление темляка и регулятор громкости. И он же, кстати, служит для выбора каналов. Сейчас я, когда станцию включу, покажу вам. То есть он еще и нажимной. Мало того, что регулируется влево-вправо, он еще и нажимается. Здесь у нас кнопка включения питания, кнопка передачи и две программируемые клавиши. Все эти кнопки резиновые, вот эта кнопка пластиковая передача. Так, теперь по креплению аккумулятора. То есть заводится он в полозья.
и доводится вверх достаточно плотно. Вот таким образом. То есть ничего не люфтит, фактически толщины немного добавляет. Вот что меня раздражает во всей этой линейке, то есть при подключении аккумулятора станция сразу включается. То есть электронная кнопка питания, и она сразу включает питание при соединении батареи. То есть если я даже сейчас выключу станцию и снова подсоединю аккумулятор, она опять включится. Зачем это сделано, я не понимаю. У других производителей такого нет. То есть, допустим, мы взяли станцию, выключенную, подсоединили аккумулятор, попали контакты как-нибудь неровно. То есть можно и замыкание довести, и без антенны можно случайно при установке аккумулятора нажать на передачу. Ну, то есть зачем включать сразу питание, мне не совсем понятно. Далее давайте я тогда измерю, сколько станция весит. Аккумулятор и станция весит 243 грамма. Антенна вот эта удлиненная добавляет до веса 265. И клипса 284 грамма. Ну, то есть станция очень легкая. С этим все хорошо у нее. Так, ну все, по конструкции. Динамик снизу находится. Микрофон вот находится над экраном. Давайте я станцию тогда дополнительно включу. Сейчас еще разъем тогда разберу. Покажу вам, как он выглядит. Ну, тут две дорожки на 13 пин. Так, вот разъем показываю. То есть 13 контактов. Закрывается он вот такой пластиковой крышкой с резинкой для обеспечения влагозащиты. Фиксируется вот таким винтиком. Так, теперь давайте я показываю вам, как станция включается, насколько быстро. Как быстро загрузка происходит. Первый. Ну, достаточно быстро. Озвучка, как вы видите, русская. По кнопкам, да, то есть это включение питания. Функциональные клавиши. Верхняя кнопка у нас переключает мощность выходную. Так, по длительному нажатию не происходит ничего. Так, и нижняя кнопка у нас переключает порог шумодава. То есть, либо он открыт, там 3 уровня выставляется. Теперь по поводу выбора каналов. То есть, если мы просто регулируем этим энкодером, то меняем громкость. Если мы нажмем, то становится активен выбор канала. Третий. Пятый. Шестой. Второй. Изначально запрограммированы с завода 403, 435, 470 МГц. Ну, то есть первый, второй, третий канал. Сейчас мы тогда на втором будем, как раз середина диапазона, будем на втором тогда проверять, на C2. Индикатор батареи, уровень мощности и номер канала. Ну и приемная антенна, если проверяется возможность связи между двумя абонентами. RSSI это называется, да, функция. Так, ну все, тогда давайте начинаем тогда с выходной мощности. Смотрим, что станция покажет. Динамик, кстати, да, очень и очень громкий. Я не знаю, 3 ватта там внутри стоит или нет, но орет он, конечно. Ну, опять же, мы сейчас измерим, посмотрим, переплюнет ли он Kenwood с их 125 децибелами. Посмотрим. Так, измеряем мощность. Смотрите, я ставлю. Так, видно вам будет или нет. Вот высокая мощность. Включаем прибор. 10 Вт вся шкала. То есть цифры нанесены снизу, сами риски наверху. Приближаю, нажимаю передачу. Смотрим. Так, аккумулятор полностью заряжен, как вы видите.
высокая мощность. И мощность у нас 3,5 ватта, да, но 3,6 ватта. Странно мало. Так, смотрите, станция потребляет в выключенном состоянии 69 микроампер, поэтому, в принципе, можно оставлять с подключенной батареей. Данную станцию не будет она саморазряжаться в сборе. Так, теперь смотрите, 84 миллиампера она потребляет. Так, надо будет смотреть в программе, стоит ли режим сохранения батареи. Мы еще просто кабель программирования не получили, поэтому станцию не читали. Но я потом в примечаниях напишу, ну в смысле в таблице в общей я напишу, в каком режиме измерено было у нас потребление. Но хотя можно и так понять, если сейчас будет проседать, да, потребление, то, соответственно, режим экономии энергии включен. Но, судя по всему, он все же выключен, потому что, видите, стабильное показание, 84 миллиампера она потребляет. Ну, это, конечно, прилично. Мне даже страшно становится, сколько потребляет модель 685 с дисплеем тогда, потому что у этой дисплей отключается автоматически, и то она так много кушает в режиме ожидания. Ну, давайте я сейчас тогда сброшу показания, выждем 60 сэмплов и посмотрим, сколько будет потреблено. Ну, оно похоже будет именно такое. Так, смотрите, выждали 65 сэмплов потребления. Как я и говорил, 84 миллиампера. Ну, очень приличное, конечно. Так, теперь проверяем потребление в режиме приема на полной громкости. Сбрасываем показания, смотрим на максимальное значение потребления. Заодно проверим, как станция принимает. Принимаем на радиостанцию Хайтера HP 605 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, и потребляет эта ласточка 216 миллиампер в режиме приема на полной громкости на аналоговом канале. Теперь передачу смотрим, да, тоже максимальное потребление. Так, мощность. Сейчас я проверю, чтобы была высокая, да, вот высокая мощность. Смотрим. 1,338 тысячных ампера. Так, давайте теперь измерим время работы радиостанции в режиме 5-5-90, 5% передача, 5% прием на полной громкости, 90 ожидания. 84 миллиампера у нас потребление в режиме ожидания, 216 на полной громкости, 1338 идет у нас потребление на передачу на полной мощности, и емкость батареи 2000 миллиампер час. К сожалению, прибором мы не смогли разрядить данную батарею аккумуляторную, вот из-за этого контрольного контакта. Он у нас даже подпаялись сюда вот к этим контактам, но прибор батарею разряжать не захотел. Поэтому поверим в Хайтере. Но в принципе по длине аккумулятор достаточно приличный, поэтому скорее всего, да, 2 ампер часа здесь должна быть емкость. Ну, в общем, с этими данными в цикле 5-5-90 станция работает 21,9 часа. Можно, конечно, попробовать поиграться с режимом экономии энергии, но я боюсь, что эта ситуацию сильно не выправит. Процентов на 10, возможно, дольше она будет работать. Поэтому, да, по потреблению станция, конечно, не очень радует.
Так, давайте проверим чувствительность тогда на частоте 435 МГц ровно. Я шумоподавитель открою, потому что вот по звуковому сопровождению, да, поэтому сложно понять, какой уровень сейчас шумодава стоит, грубый или... Ну, то есть 3 уровня: открытый, нормальный и глубокий. Поэтому, чтобы не потерять чувствительности, да, я сейчас проверю на открытом шумодаве тогда полностью. То есть вот он открылся. Давайте я погромче делаю. И меняем амплитуду. Ну вот, минус 123 уже явно сигнал генератора слышен, поэтому минус 123 dBm. Могу, конечно, шумодав сейчас попробовать вот на этом уровне посмотреть. То есть на дисплее ничего не пишется, какой уровень шумоподавителя выставляется. Ну давайте сейчас на всех уровнях тогда проверим. Так, минус 123, да? Вот он на 120 открылся на этом уровне, 120 dBm. Теперь смотрим на этот. Ну вот этот звук, похоже, грубый шумодав, потому что, видите, он закрылся. Увеличиваем амплитуду еще тогда. Смотрим на грубом тогда шумодаве или на глубоком, насколько он откроется. Ну что-то прямо совсем он грубый. Вот, аж на минус 101 dBm. То есть с этой кнопкой будьте аккуратны, потому что пользователь может ее случайно нажать, и видите, 20 децибел вы в чувствительности потеряете. Поэтому будьте внимательнее. Возможно, при программировании стоит вообще эту функцию у пользователя тогда исключить. Так, теперь давайте проверим избирательность на этой же частоте 435. Отступим сначала на 10 кГц. Будем подавать на 435,10 кГц помеху с генератора. Уровень шумодава я поставил нормальный. И, соответственно, увеличиваем амплитуду. Так, с минус 123, да? Странно, сначала на сотне он открылся. Ну вот, минус 46 dBm он открывается уже явным образом при отстройке на 10 кГц. Так, давайте теперь отступим на 15 и проверим. Ну, тут он наверняка всю перекроет шкалу. Амплитуда будет максимальной при отстроении на 15 кГц. Ну да, все, вот мы достигли порога в плюс 20 dBm. Шумодав от помехи, отстроенный на 15 кГц, не открылся. Ну вот, то есть меня немного смутило, почему он на 100 dBm сначала открылся при отступление на 10 кГц. Давайте еще раз тогда это проверю. Не думаю, что кто-то передавал на 435 именно в этот момент, да и как бы она к генератору станция подключена. Но нет, теперь видите, не открывается. Ну, то есть с избирательностью все нормально, даже при отстроении на 10 кГц помехи, видите, вот она где-то на 45, на 46 dBm минус. 45-46 dBm она открывается.
Давайте проверять тогда громкость динамика и качество приема. Фиксируем максимальные показания на шумомере. Так, громкость, смотрите, у нас максимальная. Кстати, видите, вот с этой точки линия не видна. То есть вот эта планка, она закрывает. То есть вот, смотрите, я так вот показываю вам. Линеечку видно, да? Если вот с этой точки смотреть, то только буквы, ну в смысле символы громкости. Тоже небольшая проблема. То есть если у вас станция, например, где-то на столе будет стоять, а вы стоите, то дисплей будет не полностью виден вам. Имейте это в виду. Так, проверяем. Принимаем на радиостанцию Хайтера HP 605 аналоговый режим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Хайтера HP 605 аналоговый режим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну что, смотрим тогда штатную антенну, которая именно 605 шла. Вот видите, 685 идет укороченная антенна. Я название потом в той серии, которая будет посвящена станции 685, скажу. Это же у нас антенна AN0435 W09, то есть широкополосная она, я так понимаю, символ W означает. Но, как видите, ситуация у нее не очень. Ну, она действительно широкополосная, только в начале диапазона КСВ почти 4 единицы, поэтому если будете в начале где-то использовать, то есть весь диапазон у нас сейчас на экране 400-470, если в начале диапазона будете использовать, то лучше антенну какую-то другую брать, потому что здесь будет нагрузка на передатчик приличная. Так, теперь смотрим все-таки, где у нас минимальное значение КСВ, но оно где-то вот начинается с 448 примерно, да. Так, смотрим, что у нас тут за данные. 2,3 единицы КСВ, 25 Ом сопротивления. Давайте я на край диапазона еще отойду. Но тут примерно все то же самое. То есть вот оно, 2,3 идет и 26,2 сопротивления. Ну, то есть антенна так себе, конечно. Я надеялся, что получше она будет, но, увы. Я даже не знаю. Ну, наверное, дальность связи мы будем проверять все-таки вот с этой антенной. Раз она указана в прайсбуке как штатная, то длинную тогда использовать и не будем мы. Все, переходим к выводам. Так, ну что, давайте сделаем выводы тогда по радиостанции HP 605 от Хайтеры. Смотрите, часто нас называют барыгами, да, но я, в общем-то, с этим согласен, без проблем, называйте как хотите, но, опять же, если бы у нас был интерес только именно в продажах, в наценках, то я бы сейчас эту станцию всячески хвалил, потому что фактически это сейчас линейка из профессиональных топовых брендов остается одной, да, но, как видите, мы говорим правду, то есть я сейчас озвучу и недостатки, и преимущества. В общем, выводы делайте сами. Теперь переходим к технической части. По поводу недостатков. Потребление, да, у станции высокое, 84 миллиампера. Когда придет программатор, мы запрограммируем еще цифровые каналы. Я потребление замерю и в цифре, и в таблицу с характеристиками в нашем общем сборнике, да, измерений в лаборатории. Я добавлю потребление в цифре. Но, как показывает практика, ну, максимум можно добиться там процентов 5, да, меньшего потребления. То есть, как рассказывали, в цифре, в DMR режиме тайм-слотами передается потребление ниже на 40%, но, во-первых, тайм-слотами потребление отличается только на передачу. Естественно, в цикле 5.5.90 это влияние 5%, даже если оно в 2 раза будет ниже, да, потребление, то оно все равно на общий размер
работы или времени работы не повлияет фактически, да, а во-вторых, на прием станция, это сколько мы измерений не проводили, на прием, что иногда даже, кстати, она больше потребляет в цифровом режиме, чем в аналоговом, поэтому здесь чудес не ждите, потребление особо не улучшится. Да, может быть, стоит заменить штатный аккумулятор, если вы хотите, если вам не будет хватать там на рабочую смену, то можно поставить батарею высокой емкости. Но, кстати, еще сразу нюанс у Хайтеры, то есть есть штатная комплектация, и не как у Kenwood и у Motorola сделано, то есть вы не можете изначально, покупая станции, собрать себе какой-то определенный комплект. То есть если вот эта батарея идет на 2000 мАч в комплекте и антенна вот эта, то вы разбить это не сможете, вам нужно будет закупать именно эту комплектацию. Так что здесь есть сложности, ну то есть дополнительная батарея. Потребление высокое, да, и в итоге в цикле 5590 мы получили 21,9 часа, ну что в общем-то является недостатком все же, да. А далее еще заметили вот этот нюанс: при подключении батареи станция включается сразу, ну, в работу, то есть питание у нее включается, тоже как-то странно это сделано. А теперь по поводу преимуществ. Ну и антенна вот эта удлиненная, да, 17-сантиметровая, да, тоже не ахти работает, тоже можно это записать в недостатки. В следующей серии, когда 685-ю станцию будем проверять, посмотрим, на что эта антенка способна. Но она, кстати, не на всей полосе явно будет работать, она в каком-то определенном участке будет, если и будет работать хорошо, то только не весь диапазон 70 МГц перекроет. Теперь по поводу преимуществ. Во-первых, влагозащита IP67 уже в стандартном виде, не так, как у Kenwood, что там нужно менять штатный аккумулятор на какой-то другой, ну или заказывать сразу, в смысле, с батареей 84-й. Это я про серию NX 1200-1300. Здесь же влагозащита сразу доступна, ну то есть или станция соответствует, IP67 у нее влагозащита. Дальше. Компактность действительно неплохой, пластик, все хорошо сделано, не люфтит нигде ничего. Кстати, еще отвлекусь, да, вот этот вот разъем аксессуарный, он не совпадает ни с аналоговой серией, ни с серией PD 785. Там разъем был тоже многоконтактный, влагозащищенный, но он был другой. Соответственно, гарнитуры от той серии сюда не подходят. Вот этот разъем 13-пиновый в 2 ряда, он был на PD605, ну то есть на компактных станциях цифровых. Поэтому выбор гарнитур здесь будет поменьше. Ну и если вы использовали 785 станции, например, то гарнитуры будут несовместимы с этой станцией. Так, да, давайте я гарнитуру тоже запишу в недостаток, зачем они поменяли. Ну, хотя, наверное, из-за того, что у 785 в 3 ряда, здесь просто по корпусу данный разъем слишком широким был, поэтому пришлось поменять разъем на более тонкий. Так, компактность и вес я сказал, да, по поводу преимуществ. Ну и громкий динамик, даже в аналоге 121 дБ, это достаточно громко. Озвучка также русская стоит, то есть все неплохо. Ну и управление необычное здесь, то, что перебирается у нас по нажатию, в общем-то, удобно. Кстати, заметили, да, отошли они от дизайна по середине крепления антенны, все-таки теперь они ставят антенну с края, хотя говорили, что это какая-то инновация у них, что здесь антенна не мешает регуляторам и меньше подвержена излому. К сожалению, да, почему-то поставили теперь ее с края. Ну, в общем, вот такие выводы первоначальные, да. Поставлю я станции
Ну, сколько ей поставить? Ну, 4 балла все-таки поставим. И потребление, понятное дело, что все-таки станция аналого-цифровая, они все прилично потребляют, поэтому здесь чудес ждать не стоило. Ну и опять же включение и разъем гарнитуру, но это такой нюанс, то есть это несущественный недостаток, поэтому 4 балла я и ставлю. По поводу цены, цен показывать на сайтах нельзя, поэтому обращайтесь, каждый раз будем пересчитывать. Ну и опять же, две модификации, с GPS стоит дороже, из Bluetooth без GPS стоит дешевле. По частотному диапазону стоимость не отличается. В общем, делайте запрос, по запросу цену всегда обозначим. Так, ну и все, мы достигли по количеству подписчиков численности города Слюдянка, Иркутская область, как я уже говорил в одном из роликов. Теперь будем стремиться к численности города Бакал, Челябинская область, там около 18 200. Подписывайтесь на канал, нам это очень важно, то есть работаем специально для того, чтобы в этом году достигнуть хотя бы 20 тысяч подписчиков. Поэтому будем рады вашей подписке, заранее благодарны. Ну и все, у кого вопросы есть по данной станции, задавайте их в комментариях, будем рады ответить. Следующая станция у нас 685, ну она, естественно, будет похожа, но потребление здесь тоже замерим, потому что станция с дисплеем явно потреблять будет чуть больше. Ну и эта антенна тоже все-таки отличается, она именно как в прайсбуке указана, тоже ее проверим. И обратите внимание, что у нас есть и 700 серия, на нее тоже в ближайшее время будем снимать ролики. Ну и проведем, естественно, сравнение всех этих станций. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить видео. Все, это Vivo Telecom. На этом с этой станции 605 заканчиваем. Всего вам доброго. До свидания.